Здравствуйте, мои дорогие рисующие и не рисующие друзья! Сегодня у меня есть для вас просмотр моих последних пленерных работ. Надеюсь, меня не сдует ветром, и я не сгорю на солнце. Буду продолжать выходить на улицу. Посмотрим, что я успела написать. Теперь подробно о каждой работе. У меня для этого есть сегодня белое паспорту. Итак, вечерний этюд. В один присест я начала 4 работы, заканчивала дома. Огни я писала уже, конечно, не на месте, потому что лист был мокрый, и нужно было поскорее расправиться со всеми 4 состояниями. Этот этюд я не стала заканчивать дома. Мне показалось, что в нем сказано все, и если я начну дополнять, допустим, по рисунку заканчивать деревья, они уже станут совершенно не тем, чем были изначально. Должна признаться, что закат я писала впервые и была поражена, как солнце светит в глаза, слепит. Не видно ни пейзаж, ни палитру, потому что уже темнеет. Я, конечно, предприму еще попытки, но первое впечатление закат на пленэре было отвратительным. Сложность в том, что по фотографии уже невозможно дописать. Даже то, что я сфотографировала и заканчивала дома, это было уже под впечатлением, я уже знала, как я закончу эту работу. А решить это можно только на улице, когда видишь своими глазами закат. Опыт ошеломляющий. Я уверена, что если бы я взялась написать только одну работу, я бы все равно не успела, потому что важно открыть главные отношения, а дальше уже будет все понятно. Недалеко от дома, буквально через дорогу, нашла небольшой дворик. В будний день там вообще никого на улице не было, только кошки ходят. Это одно и то же место. Здесь справа дописала кошку. Эти и еще 2 последующих этюда я заканчивала дома, поэтому они такие подробные. У меня рядом с домом нет ничего особенного, чтобы писать, поэтому приходится довольствоваться малым, искать интересные композиции из того, что дано. Я долгое время страдала на эту тему, но поняла, что то, что дано, может быть совсем и неплохо. Возможность выходить, возможность быть на улице. Публика здесь спокойная. Никто никогда не видел человека с этюдником на улице, поэтому все прекрасно проходит. Я живу далеко от центра Израиля. Может быть, где-нибудь в Тель-Авиве есть такие бедолаги с этюдниками, которых облепливают со всех сторон. Но здесь как-то все тихо и спокойно, что мне очень даже на руку. Писала в пасмурную погоду. Бывает, что я справилась с задачей, когда есть облачность, пасмурно, но это тоже опыт. Тоже с того же места, немного влево, фрагмент дома, наверху сидит птичка. Сама прилетела и села. Я ее туда не звала на крышу. Одуванчики. Еще предстоит решить эту задачу. Зеленое на зеленом. И вообще общие массы и детали. Спасибо за внимание.
Делитесь впечатлениями от просмотренного видео. Я отвечаю на комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь. До встречи в новых видео на канале.